Жесткий удар Китая по Путину, план Москвы по уничтожению украинских F-16 и заявление российской разведки о разделе Украины между несколькими странами. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Узбекистан меняет маршрут. Национальная авиакомпания приняла решение облетать стороной Беларусь и Россию, что известно. В РФ хотят разорвать Украину на части и обсудить права на территории с Венгрией, Польшей и Словакией. Детали провокационного заявления. В Украине говорят о высоких зарплатах, а в ЕС заговорили о запрете продажи россиянам игровых приставок. Почему? Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных важных событиях прямо сейчас начинаем. Россия будет не просто вытеснить ВСУ из Донецкой области. Тем не менее, на фоне разговоров о прекращении боевых действий фронт рушится. Причина в нехватке пехоты. У Украины ее нет, у России наоборот, пехоты предостаточно. Об этом пишет The Economist со ссылкой на украинских военных. Проблемы с мобилизацией и дезертирством в рядах украинской армии сильно ударили по резервам страны. И пока оккупационные войска РФ продвигаются, смещая линию фронта в сторону центра Украины, у Путина нет причин идти на некий компромисс, уверяют авторы издания. Воевать РФ сможет еще минимум год, говорит украинский офицер разведки Черняк в интервью The Economist. Сейчас же у Кремля есть 3 цели. Минимальной целью его специальной военной операции, по-видимому, остается оккупация всей территории Донбасса, включающего Луганскую и Донецкую области, возвращение контроля над Курской областью России, которую частично заняла Украина, и удержание сухопутного коридора, захваченного на ранних этапах войны, соединяющего Крым с Россией. Под Курском РФ не может перехватить инициативу, несмотря на свою немаленькую группировку, которая также была усилена северокорейцами, уточняет The Economist. Украинцы при этом планируют продвижение вперед. Оптимальный вариант двигаться вдоль Сейма по западному его берегу, по левому берегу Сейма. И это, в конце концов, когда-то произойдет. То есть в зависимости от наличия сил средств. То есть вышли через Суджу вдоль трассы трубы газовой, тоже правильный с одной стороны вариант, потому что россияне боялись по трубе, по большому счету, работать авиацией, там рядом это одно, а вот вдоль трубы двигаться было правильное решение, по крайней мере. Второе движение на замыкание такого оперативного котла, там тоже было понятно, вдоль реки Сейм через Теткино, то есть с контролем Теткина, а дальше движение вдоль Сейма, до практически Рыльска оно возможно. Потому в зависимости, опять, все зависит напрямую от соотношения сил. Наличие сил средств у нас, естественно, соотношение сил с россиянами. Сейчас там где-то примерно паритет, и этот паритет дает возможности нам по некоторым направлениям подвигаться. В основном это тактические успехи. В РФ заговорили о разделении Украины между несколькими странами. Автором заявления стал Нарышкин, глава службы внешней разведки. Друг Путина решил даже обсуждать с зарубежными историками то, кому и какие области могут достаться. Говорит, это серьезный вопрос о правах на украинские земли. Знаете, это такой серьезный вопрос, который имеет очень глубокую предысторию. Я как-то раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения, и мы обязательно это сделаем, и попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии. Осенью прошлого года украинские медиа писали, что Россия планировала передать Трампу план разделения Украины до 2045 года. В этом документе шла речь о разделении на 3 части. Новые регионы РФ, пророссийское государственное образование и спорные территории. В украинской разведке подтверждали информацию, что такой план действительно существует. Тогда в украинском МИДе заявили: Украина единая и неделимая и является страной единой в своих международно признанных границах. Что думаете о таком обострении у Нарышкина и его мечтах о чужих землях? Напишите ваши мысли под этим видео, пусть читают. Тем временем в РФ возмущены тем, что посягают на их территорию. Посольство России в Швеции уверяет, что один и тот же украинец уже много лет не дает им спокойно жить. Представители России трубят о попытке вторжения.
28 января около 7 утра постоянно проживающий в Швеции гражданин Украины пытался протаранить ворота посольства России в Стокгольме на легковом автомобиле. Прорваться на территорию дипмиссии ему не удалось. В российском посольстве также пожаловались, что полиция Швеции не очень серьезно относится к просьбам России наказать мужчину. Россия готовила ракетный удар по украинским истребителям F-16. Сбором информации об аэродромах базирования иностранных самолетов занималась целая агентурная сеть ФСБ. Об этом заявляет Служба безопасности Украины. Эта сеть охотилась в том числе и за вертолетами ВСУ. СБУ заявляет, что задержала 2 агентов Москвы в тот момент, когда они фотографировали взлет F-16. Сдать позиции самолетов воздушных сил Украины пытались 2 жителя города Кременчук. Крім геолокацій, вони мали зробити текстовий та фотозвіт, в якому повинні були вказати і описати, яка саме техніка розташована на кожному з об'єктів. Щоб виконати цю вказівку, агенти збиралися об'їхати на маршрутних автобусах 5 регіонів України. Біля кожного із потенційних об'єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати ціль протягом декількох днів. Ранее бывший сотрудник СБУ в эксклюзивном интервью Нехта предупреждал о том, что россияне начнут охоту за F-16, как только эти истребители появятся в украинском небе. Кроме того, РФ может работать над планом вербовки одного из украинских пилотов, который мог бы за огромные деньги перегнать один из истребителей в Россию. Стандартные подходы не работают. В Украине говорят о современных изменениях на рынке труда. Работодатели теперь завлекают работников не только высокой зарплатой, но и дополнительными бонусами. Директор Государственной службы занятости Украины Юлия Жовтяк уверяет, что сейчас бизнес готов платить еще и за аренду жилья наемного работника, предоставлять первоочередной взнос на кредитование по госпрограмме для покупки жилья, соцпакеты, рыночную зарплату и бронирование. Кроме того, страхует не только сотрудников, но и их семьи. Предоставляет трансфер на работу, организовывает бесплатное питание и даже есть примеры, когда работодатели строят жилье для сотрудников, которые являются внутренними переселенцами. Кроме того, Жовтяк рассказала, в каких сферах можно заработать от $2000. Безусловно, больше всего сейчас зарабатывают военные, и это правильно и оправдано. Среди предприятий невоенного сектора большие зарплаты в IT. Кроме того, в сфере недвижимости, транспорта, логистики, HR. Высокие зарплаты получают наладчики различного оборудования, операторы станков с программным управлением. Их зарплаты достигают от 80 до 100 тысяч гривен. Инженерные профессии – это минимум 100 тысяч гривен. Достойные зарплаты в аграрном секторе. В Госслужбе занятости уточняют, что такие зарплаты – это тенденция последнего времени, связанная с нехваткой специалистов. Именно поэтому бизнес поднимает уровень ЗП. Подписчики из Украины, а каковы на самом деле условия труда? Есть ли среди ваших знакомых люди, которые работают в компаниях, где платят не только достойную зарплату, но и всячески вознаграждают? С интересом прочту в комментариях. Китай и Индия наносят удар по Кремлю и его военной машине. Эти страны остановили закупку российской нефти из-за последних санкций США. Об этом сообщает Рейтер. Произошел значительный разрыв в цене между покупателями и продавцами в Китае, который был вызван ростом стоимости фрахтования танкеров, не подпадающих под санкции США, уточняют трейдеры. По данным Рейтер, для танкера типа Aframax по маршруту в Китае цена на фрахт увеличилась на несколько миллионов долларов. Соответственно, выросла цена и на нефть. Последние санкции нацелены на танкеры, которые перевозят около 42% российского морского экспорта нефти, в основном в Китай, согласно аналитической компании Кплер. Однако санкционированные танкеры постепенно разгружают нефть в Китае и Индии в течение льготного периода. США уточнили Индии, что танкеры с российской нефтью должны быть разгружены до 27 февраля в рамках санкций. Тем временем Евросоюз собирается оставить россиян без игровых приставок и планирует ввести запрет на их поставки в РФ. Оказывается, россияне научились использовать оборудование приставок на линию фронта, в частности для управления БПЛА. Xbox и Sony PlayStation, скорее всего, будут включены в новый список санкций ЕС к 3-й годовщине вторжения. Напомню, что 3 крупнейших производителя игровых консолей, американская Microsoft и японские Nintendo и Sony, приостановили продажи в России в начале марта 2022 года.
Мы действительно рассматриваем все виды вещей, которые помогают России вести эту войну, чтобы включить их в санкционный список. Даже игровые консоли, потому что, как оказалось, именно их используют для управления дронами. Армия Лукашенко начала новые военные учения у границы с Украиной. Они продлятся до 30 января в Гомельском районе Гомельской области, которая граничит с украинской Черниговской. По прямой от белорусского города Новая Гута до Киева меньше 200 километров. В Минобороны, которая подконтрольна непризнанному президенту, уточняют, что цель тактических учений — усовершенствовать навыки командиров по управлению подчиненными подразделениями территориальных войск. Военные Лукашенко собираются провести разведку районов вероятного нахождения некого противника и его маршрутов. В Украине, напомню, неоднократно говорили, что северные границы страны за почти 3 года полномасштабного вторжения были достаточно укреплены и заминированы, и наступление с территории Беларуси станет самоубийством для тех, кто на это решится. Пощечина Путину и Лукашенко. Лайнеры авиакомпании Азербайджана, самолет, который разбился в Казахстане после того, как по нему ударило российское ПВО в Чечне, теперь облетают стороной Россию и Беларусь по пути в Европу. Самолеты Узбекистан Airways в целях безопасности летят в страны Европы по югу, через Азербайджан и Турцию. Маршрут полета национальной авиакомпании, по сообщениям СМИ, поменялся с 20 января. Представители авиакомпании уверяют, далее цитата, «это просто меры предосторожности и в какой-то мере оптимизация маршрутов». Тем не менее, такая оптимизация произошла меньше, чем через месяц после авиакатастрофы под Актау. Напомню, Европейское агентство безопасности полетов призвало авиакомпании прекратить рейсы в 5 городов России – Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Самару из-за войны России против Украины. В этих зонах существует опасность непреднамеренных атак на гражданские самолеты в небе России из-за плохой координации властей и военных, а также ошибок идентификации. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.